Спасибо за возможность сегодня провести такую пресс-конференцию, участвовать на таком пресс-мероприятии. Почему? Потому что мы иногда сами бегаем за журналистами и просим какие-то хорошие вещи про республику где-то как-то озвучить. Конечно, мы сегодня, вчера, позавчера провели значимые мероприятия в стенах Совета Федерации. У нас прошли заседания здесь профильных комитетов, 7 комитетов. Это тоже, как подчеркнул председатель Совета Федерации, впервые за все время участия субъектов на таких мероприятиях. И то, что вчера, позавчера наши министры, другие руководители, побывавшие на этих заседаниях комитетов, многие вопросы изучили, довели до сенаторов и заручились поддержкой, это очень значимо для Республики Ингушетия. Сегодня самое главное для нас то, что мы сумели красиво, хорошо представить республику и показать, что несмотря на довольно молодой возраст, 18 лет республики, мы планомерно, не так, как хотелось бы, не такими темпами, как хотелось бы, но тем не менее планомерно двигаемся вперед. И в дальнейшем те планы, которые сегодня есть у нас, та помощь, которую оказывает сегодня федеральный центр, та программа, которая принята социально-экономическое развитие Республики Ингушетия, и те проекты, которые у нас, с которым уходит республика в стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, позволяет сделать выводы, что дальше будет еще лучше. Это уже на сегодня можно уже твердо утверждать. Мы говорим 18 лет, очень много ли там каких-то вещей достигли. Вы помните, когда я был на приеме у Владимира Владимировича Путина, первым же вопросом было, что спад или там очень малый процент промышленного производства. А его не может быть никакого производства промышленного. Почему? Потому что в Ингушетии нет промышленных объектов. Нет заводов, нет фабрик. Те, которые могли бы давать ту базу. Если в других субъектах Российской Федерации это есть даже с того периода советского оставшаяся, да, база, фундамент, то в Ингушетии создана в чистом поле, просто в чистом поле создана республика, и там, где не было ни аэропорта, ни автовокзала, ни даже гостиницы. И сегодня нет столицы, да, и те указы, законы, которые принимались в строительстве современной республики Ингушетия, конечно, здесь опять же причина, почему это все остановили, почему этого нет, и что может сегодня требовать республики. И безработица, опять же, отсутствие работы, да, не причина, я сам это всегда подчеркиваю, когда мне на сходах там, населенных пунктов жителей, там, или когда я общественников собираю, одна из причин, почему там в леса уходят, бандиты уходят, когда мне пытаются объяснить, что нет работы, я это не приемлю. Почему? Потому что никому не дано право ни законом, ни религиозными там, направлениями, любой религией, что если сегодня нет работы, надо взять автомат и кого-то убивать. Это неправильно. Но тем не менее, это тоже большой фактор не только преступности в плане терроризма, бандитизма, но и других явлений, когда нет работы у людей. Мы понимаем прекрасно, в том числе и вы сами, когда вы обустроены, когда вы знаете, что вы завтра на работу пойдете, вечером придете с работы, когда вы знаете, что у вас есть выходные, есть курортные, вы знаете, что будет зарплата, и вы ее планируете на месяц, на год, там, конечно, это стабильность. А безработица, она опять же порождена тем, что в республике нет, и в других субъектах там, Кавказа, Республики Кавказа, нет той мощной инфраструктуры, базы промышленной, которая давала бы рабочие места, которая давала бы, позволяла бы экономике развиваться вперед. А мы сегодня перед дилеммой, что первично, социалка или экономика. Конечно, для перспективы, для стратегии это экономику развивать. Сегодня бросить всю социалку, ладно, там, затянем пояса, выживем. А сделать экономику там, и поднять экономику, чтобы завтра, послезавтра рабочие места, чтобы налоги, там, чтобы датируемость снизить. Но это было бы хорошо, если бы было общее сознание населения, не только в республике, но и в других субъектах, да, когда все готовы затянуть пояса и просто ждать. Отказаться от пенсии, отказаться от всего. Давайте построим заводы, фабрики, а через 10 лет заживем нормально.
Но мы сегодня не такие. Мы сегодня не такие. И сегодня людям нужна все-таки социалка. И решить эту проблему необходимо сразу не комплексно, там, давайте социалку, а потом экономику. И мы тогда постоянно будем гоняться за социалкой, постоянно будем просить у федерального центра. Сегодня многие говорят, я много раз это слышал, когда вот Ингушетию, чем мы постоянно их кормим? Ну, ребята, извините, в свое время Ингушетия, так же, как и все народы Советского Союза, работали на БАМе, работали на Магнитке, работали, там, поднимали Урал, воевали. То есть везде работали, поднимали. Но в Ингушетии ничего не делалось. Волгобекскую нефть давали стране. Нефть давали, ну то есть все было, да? Но сегодня же надо посмотреть и на Ингушетию. Зачем тогда надо было республику делать? Это я как военный приведу пример. Помните, да, когда с Германией, где планировалось вывести войска в течение 10 лет, да, планомерно, нормально обустраивать, а потом решили, чтобы показать Западу, какие мы хорошие, демократичные, взяли и за неделю вывели 3 танковые дивизии и бросили под Волгоградом в чистом поле, да, в палатках. И резко начали увольняться офицеры, начали разводиться семьи, начались проблемы, которые они скажут до сих пор на армии, да. Такая же картина в Ингушетии. Взяли республику в чистом поле, вот республика, и все. А у нас сегодня даже нет, вот мы сегодня говорим, там задача стоит сократить аппарат там на 100 тысяч, там еще чего-то. А у нас даже нет полностью сформированных институтов власти. Мы только в этом году Конституционный суд утвердили в республике. И мы, когда мы говорим, нам-то надо вот это, мы не можем не то что сокращать, нам надо еще. У нас нет элементарных в республике, элементарного, у нас нет дворца спорта, да, вот даже я вот вам серьезно скажу, собрать 300-400-300 человек просто в одном помещении собрать, провести совещание, где там, да, у меня негде, места нет. У нас не было дворца культуры республиканского, то есть не было никаких объектов, у нас нет дома печати даже, вот элементарно, журналисты там, писатели все вот просят, да, вот что-то сделать. У нас все министерства в арендуемых помещениях, в своем большинстве. И только, благо, большое спасибо федеральным ведомствам, которые за свой счет строят там своим структурам, направлениям в республике какие-то хорошие там современные здания. Вот она и вся проблема. Ее-то надо решать комплексно. Я бы, конечно, в первую очередь, все-таки, хоть я и говорил сейчас, что надо экономику развивать, но в первую очередь я бы, конечно, обратил сегодня внимание на социалку. Социалку в сфере образования. Вот если взять, мы понимаем прекрасно, что такое образование, да, все понимаем. И сегодня критикуем систему образования советского периода, сейчас новой России. В республике у меня нехватка ученических мест на сегодняшний день более 20 тысяч. Это на 516 тысяч населения. В республике у меня 50% школ 3 смены учатся. У меня по соотношению к другим субъектам всего лишь обеспечен дошкольными учреждениями, детскими садиками и яслями 10% на республику. Это огромная проблема. Опять же, это то, что я говорил сейчас перед своим вот этим предыдущим вопросом, когда сказали, вот республика, и все думают, что вот она есть республика. Поэтому, конечно, мы здесь должны. Сегодня здесь здравоохранение. У нас сегодня наибольшая рождаемость по всем субъектам. Но при этом детская смертность еще наибольшая. У нас нет, я не то, что там сегодня требую, да, какой-то там перинатальный центр. У нас нет даже детской больницы в республике. При такой рождаемости нет детской больницы до сих пор. Нету перинатального центра. Его там 5 лет назад начали строить, его там заморозили. И почему-то многие считают, он там не нужен. Ну хорошо, я согласен, не нужен. Тогда давайте альтернативное что-то. Что-то же должно быть. И когда у нас в республике большая часть лечится в Осетии, большая часть лечится в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, и сейчас уже в Грозном, в Чечне, очень хороший, там перспективно уже открывают, строят
я опять же задаю вопрос, ну почему нужно обязательно какой-то катаклизм, чтобы понять, что здесь надо построить? Знаете как, наверное, везде есть правила, да, игры. Вот есть класс ученический, да, химии. И все понимают, что в этом классе должно быть, для того, чтобы ученик там получил какое-то нормальное образование. Также должно быть, наверное, республика, и что там первично, да, что там должно быть. Вот эти сферы, которые сегодня, сферы направления, например, того же, если экономическое там брать, да, направление, скажу, серьезный вопрос сегодня представляет агропромышленный комплекс. Да, понятно, что для даже развитых государств агропромышленный комплекс он особо прибыли не приносит. Но это все-таки направление, где людей всегда держат прикованных к земле. Это направление, которое надо субсидировать, софинансировать, чтобы люди не отучились от земли, от чего мы происходим. Это серьезный провал, опять же, в республике. Мы здесь тоже очень серьезно нарабатываем и хотим поднять это направление. Промышленная база, та база, которая создала бы возможность минимизировать датируемость. Да, понятно, что мы будем датируемы, понятно, что мы не можем там полностью себя обеспечивать, даже при всем хорошем раскладе. Но, тем не менее, создать ту промышленную базу, то, что мы сейчас говорили, вот это тоже такой акцент, серьезное направление. Ну, в серой социалке, еще скажу, такое направление. Вот сейчас у нас большая проблема стоит оползневой зоны. Я этим живу. Почему? Потому что как только крупные дожди проходят, все, у нас целая комиссия во главе с председателем правительства, или я сам сюда выезжаю, и мы стоим в этой оползневой зоне и смотрим, где что сейчас обрушится. Целые бригады стоят, смотрят, чтобы никто там, никого, ну, то есть выселяем людей, отселяем, переселяем. И сегодня решить эту проблему, она не сегодняшняя, она десятилетия, эта проблема. Ее мы тоже сейчас пытаемся пробить. Вот я сегодня на пленарном заседании буду докладывать и просить сенаторов оказать в этом тоже помощь, поддержку. В сфере водообеспечения. Принято считать, да, Кавказ, горы, чистая вода. Далеко не так. Горные реки, да, чистые. А то, что скважины, то, что там было уже, во-вторых, ну это по всей России, понятно, это везде так. Оно все в системе ЖКХ, она там изношенность, там, наверное, 70-80% везде. Опять же, эта проблема накладывается. Вот такие приоритеты мы для себя делаем, и они и в социально-экономическое развитие, в стратегию, они забиты тоже в этом плане.